Здравствуйте еще раз. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, одновременность действия души человека. В данной структуре управления мы рассматриваем ту систему одновременности действия, когда душа действует как одновременно, например, внутри тела, как бы по внутренним позициям сознания человека, или же, например, действия человека, также и одновременно действует на мир внешний. В связи с этим тело человека – это есть действие, идущее от Бога к человеку и к душе человека. То есть тело – это тоже есть действие. То есть в данном случае статичная, казалось бы, да, картина физического тела человека – это есть структура тела действия в данной системе управления. Поэтому, когда мы рассматриваем, например, логический смысл данного явления, то совершенно понятно, что внутреннее чувство, например, да, внутреннее ощущение вызывает часто изменение внешней реальности. То есть даже если рассмотреть такой аспект управления, что когда вы как-то воспринимаете на чувственном уровне, предположим, какой-то объект информации, то другой объект, ну, предположим, там, осень, листья, да, а внутри есть некое ощущение, то в зависимости от внутреннего ощущения внешнее восприятие меняется. То есть вот это наложение как бы внешнего уровня чувств, всем это знакомое понятие явления, так скажем, в чувственном уровне, на уровень, идущий от тела, от внутреннего состояния как бы души, от внутреннего стояния души, так скажем. Да, душа стоит в этот момент внутри тела. И таким образом можно очень просто просмотреть вообще, где она стоит, в какой части физического тела происходит действие души. Тогда видно организация какого органа, да, какой части тела действует на реальность. То есть процесс взаимодействия души человека и реальности, так же, как это делает Бог, это процесс непрерывного создания внешней и внутренней, то есть чувственной, да, эмоциональной реальности или мышления в том числе. Получается, что сознание – это есть продукт контроля и учета взаимосвязи данного действия. То есть сознание человека формируется так, что человек начинает анализировать и совмещать все эти действия для того, чтобы получить концентрированное, например, управление, да, ну, в общем-то, управление каким-то событием. То есть видно, что человек всегда управляет событием, исходя из динамичного состояния своего организма в этом случае, по этой системе управления. И получается, что мы вполне можем рассмотреть, каким образом человек, например, получает управление с точки зрения действия Бога, когда душа человека, например, строит свое собственное физическое тело. То есть в данном случае применим термин, что душа имеет собственное физическое тело. И когда мы начинаем рассматривать эту позицию, то с точки зрения, предположим, технологии реинкарнации, ясно, что душа постоянно занимается задачей вечности физического тела в этом случае. И когда мы говорим о том, что душа, например, полностью реализована, значит, получается, что душа должна иметь вечное физическое тело, при котором действие тела, ну, в общем-то, какие-то события и поступки у человека, они же, в общем-то, часто рассматриваются в прямом понимании, что вот человек сделал то-то, ну, физическое тело человека, да, или он что-то сказал или сделал. То есть, получается, действие сводится как бы к физике действия человека. И вот динамично действующее тело человека, то есть тело, воспроизводящее какие-то явления вокруг него самого, при этом те, за которые лично отвечает человек, и также тело, где действие это есть стремление, например, души человека к Богу, рассматриваются Богом одинаково в сознании человека. В общем-то, это достаточно, ну так вот, на слух, видимо, сложная формула, тем не менее, если по ней вот идти и прослушать ее или выписать, можно увидеть, что даже в первом восприятии она действует так, как будто бы она простая. То есть вот как только мы углубляемся в сложность неких понятий, предположим, связанных с телом, или же с взаимодействием тела и Бога, да, тела человека и Бога, то получается, что процессов разрушения здесь нет. Здесь только есть сияние вечного света развития. И получается, что здесь мы имеем тот статус, что вечный свет развития, то есть именно тот божественный свет, который существует, например,
в физическом теле человека, он начинает проявляться. То есть человек начинает видеть свой именно божественный свет, идущий от Бога изначального, да, от единого Бога для всех и для самого человека. Тогда получается, что в данном случае человеческий аспект деятельности, он приобретает, в общем-то, аспект действия, идущего как от человека, так и к человеку, но уже от Бога истинного. То есть человек за счет истинного осветления, как бы, да, скажем так, в понимании именно макросозидательности, действий своего тела, получает конкретную область в своем восприятии информации. Предположим, ну, она может быть удалена, но, в общем-то, проявлена конкретно в каком-то локальном месте, как некая сферообразная, предположим, система, где он видит действие Бога в том плане, что Бог показывает абсолютно все про самого человека. То есть не только, например, какие-то конкретные события, но и показывает то, как вообще скомбинировать события в целостности при условии, что каждая система событийная может, ну, в общем-то, иметь как бы разный акцент управления, что ли, с точки зрения и Бога, и человека. То есть там получается многосложная область, где человек, он всегда вечно жив, потому что он точно себя создаст правильно, вот сам человек. Это такая специфическая область, где человек на уровне духа понимает, что он всегда себя создаст в той реальности. И вот когда человек приходит к этому пониманию, что он в состоянии себя создать в той, да, реальности, в будущем, например, или в каком-то месте, он понимает, что он не зависит от обстоятельств как бы внешнего мира. И внешний мир начинает уже быть миром практически, в общем-то, действия духа и души человека, где сознание — это есть просто управление структурой как бы внешних материальных объектов. Например, человек пришел на какую-то улицу, там есть дом, и вот чтобы этот дом не свалился, например, да, ну, предположим, даже в восприятии на человека, не говоря уже о реальной, да, физической среде, нужно сделать так, чтобы человек умел организовать свое тело так, что этот дом также организован человеком. То есть он, получается, что как бы вокруг тела организовывает внешнюю реальность. Но также делает и Бог. Он вокруг своего физического тела организовывает реальность. При этом тогда реальность обладает свойствами построения физического тела человека в этом случае. То есть любой элемент реальности содержит, получается, ну, как бы энергию, скажем, да, действие, причем не самого даже человека, а как бы внешнюю некую энергию, внутреннюю энергию действия этого здания, дома, какого-то события. И когда мы таким образом смотрим, мы начинаем понимать, что кроме того, что тело физическое человека устроено таким образом, что это тело все-таки действие, по принципу одновременности действия души человека, именно потому что душа действует и как бы вне тела и внутри, также тело должно иметь такую функцию. Это мы к этому во многом логически приходим, правда, больше на логике духа именно, духовного развития. И когда мы смотрим по такому же принципу, то получается, что любое здание, любой элемент внешней реальности, любое событие, все эти явления должны иметь аналогичную какую-то структуру. И если мы рассматриваем как бы наоборот, то мы видим, как вообще строится здание с точки зрения их информационной организации. Ну, как бы, скажем так, можно так назвать, что динамическая структура здания или некая своеобразная, так скажем, душа какого-то здания, душа события, ну, в кавычках, возможно, да, как эти явления стыкуются с материальной средой. Принцип как бы такой волновой, переносной аналогии. Тогда мы начинаем понимать, что эти явления внешней реальности, они таковы, что так называемая, ну, скажем, душа здания или там сознание здания, или некая информация здания, это есть как раз-таки динамичная среда, управляя которой можно там менять форму здания. Ну, там, например, удалять какие-то замыкания, да, чтобы не было пожара. Не самой, может быть, формы заниматься, потому что это излишнее. Здание стоит, но и стоит, оно удобно, да. Вот критерий, когда не надо делать то, что уже свершилось и фиксировано, это жесткий критерий объективизации реальности. То есть мир построен так, что зачем там ломать, условно, или сгибать сознанием стену здания, когда и так все хорошо, да? То есть вот лишнее действие не предусмотрено, вообще говоря, в системе управления, если это не связано, там, например, там, с макроспасением.
Если ради этого нужно прогнуть стену здания и выключить какой-то выключатель, то в принципе это можно сделать. Но зачем, да, когда можно выключатель просто выключить дистанционно? И получается, что исходя из этого, когда мы смотрим, например, систему устройства уже как бы наоборот организма человека, ну, опять же, в динамическом понимании взаимодействия с тем же зданием, как человек, в принципе, может там зарабатывать какие-то ну, проблемы, да, скажем. Если существует ну, уровень именно действия человека как действие по восприятию, то человек воспринимает. Я говорю, если существует, но он существует, я могу допустить, да, по именно восприятию там, динамической системы здания, как вот повлиять на конструкцию здания. Но если я говорю, если существует, то это значит существует. Я же словами произнес структуру, да, для системы восприятия. И вот разница между словом и реализацией. Я хочу, например, сказать, что вот пусть какая-то молекула с Луны прилетит сюда, да, без вреда, именно она будет безвредная для, предположим, там, Земли. Если я говорю, то какие критерии в том, что я смогу привлечь, да, я должен взять лабораторную установку, поставить там аппарат, замерить эту молекулу и получить как бы здесь, да, формально, в рамках современной физики. То есть слова, для того, чтобы они совпали с действием, должны как бы иметь какой-то атрибут действия. Так вот, когда мы говорим о том, что допущение – это есть действие, а у Бога это одна величина, то есть Бог допускает и действует одновременно, для него понятие «если» имеет другой смысл, нежели для человека. Потому что для него понятие «если» это может быть событие как и несовершенное, так же, как, например, человек может сказать, а если он пойдет одной дорогой, то, например, будет то-то, да? Несовершенное событие, он не пошел этой дорогой. А для Бога понятие «если» это есть иметь эту дорогу в реальности, но не пойти, предположим, да? Так получается, что Бог в динамической системе дает, ну, как бы высоковольтную дугу, проще говоря, она, система управления, она все время находится в очень сжатом, как бы в деформированном или в сверхвысокой контрасте, скажем, да, в оптическом выражении, но, правда, в отдаленном восприятии для сознания. То есть вот отдаленные системы регулируют приближенную реальность. И когда, например, эти отдаленные системы именно, в общем-то, регулируют управление, да, мы получаем следующий уровень, что именно, ну, как бы сверхотдаленная система, как бы максимально, да, отдаленная система, это есть уровень тот, что если мы рассматриваем, предположим, уровень как бы приближенной реальности, то существует некий мост, который регулирует в оптическом выражении именно приближенный элемент. Например, вот есть стол, есть там, да, какая-то конструкция здания, то есть какие-то световые лучи, которые действуют как бы в уровне организации на, например, данное здание, и поэтому здание находится в данной точке Вселенной вот в такой форме. Здесь можно очень просто выйти на структуру этих лучей и посмотреть тогда конструкторскую мысль, то есть посмотреть схемы чертежей, посмотреть, каким образом связан чертеж, предположим, предположим, там, с тем, что, возможно, какая-то проблема здания, да? Может быть, там какая-то трещина и так далее. То есть получается, что мы можем, исходя из того, как вообще на информации строится любой элемент реальности, находить проблемы в явном виде, то есть совпадение информации с действиями. Вот здесь вот возникает такой же совершенно принцип, как действие именно Бога, причем связанное с тем, что человек уже понимает действие Бога. То есть я привел к тому, что динамичное, например, тело Бога становится понятным телу человека. То есть тело человека понимает тело Бога. И когда вы начинаете такую структуру реальности видеть, ведь проявление, ну, физической системы, физической материи, это тоже есть действие, в том числе и тела Бога, единого, причем физического. И вот эти линии построения от физического тела Бога каких-либо элементов реальности в этом случае становятся видны, достаточно всего лишь навсего понять действие, да, механизм действия. Получается, что вот именно стыковка физического тела человека с тем путем, фактически, которым прошел Бог,
дает именно вечное развитие человеку в этом случае. То есть его динамическая среда, то есть тело, осознающее все связи. Ведь в данном случае я говорил и с точки зрения языка тела человека, для Бога, восприятия Бога. И когда тело человека начинает так развиваться, вы можете взять под абсолютный контроль все приближенные системы, то есть забота о родственниках, о всех людях, да, о макросистеме. Вы можете взять за счет реакции и, в общем-то, понимания телом каких-то явлений реальности, отдаленных или приближенных, взять контроль и как бы осуществлять заботу за сверхотдаленными элементами реальности, при этом не напрягаясь. То есть вот элемент макросистемы, например, Вселенная какая-то отдаленная совершенно, например, светит на человека звездным небом, да, даже если, то восприятие, вообще говоря, первичное, идет на уровне тела, с точки зрения Духа Бога. И вы часто, может быть, это замечаете, что первичный уровень как бы ложится лучно на тело сначала. И получается, что когда вы это воспринимаете, то есть тело находится в диалоговом режиме с внешней средой. И вот здесь видно, что душа, действующая телом, действует одновременно во всех точках реальности. То есть мы сводим лучи, загибаем и проецируем на свое тело, получается, уже своим сознанием. То есть сознание начинает загибать эти лучи, и мы видим, как вообще сознание работает. Там мы входим в функцию сознания, смотрим вообще, что за механизм, ну это типа силового поля, да, некого, где как бы рычагов нет, но действие происходит. Тогда мы приближаемся уже ближе к себе и начинаем анализировать вообще, откуда растет наше сознание с точки зрения его абсолютного понимания. Так же, как вот абсолютное понимание здания, да, по силовым конструкциям оптическим, идущим от Бога и от людей. И тогда ясно, что сознание – это все, что проявлено в этом мире. То есть мы видим макросознание, что наше сознание контролирует макросознание. Тогда сознание становится уже разумным в бесконечном развитии. То есть мы видим, что не просто человек контролирует какие-то элементы там, текущей реальности, да, а в вечном развитии он может контролировать макромир. То есть все бесконечные события, пусть даже хотя бы там, на ближайшие миллион лет, я не говорю там вообще все, но можно выделить уже тогда действительно реально, вот даже можно поработать в этом плане, как бы дорожку пролонгированного такого абсолютного будущего, и видно, что сознание может регулировать эту среду. То есть сознание попадает в структуру регулирования именно фактически систем вечного обеспечения жизни. И когда сознание начинает понимать, как бы обладает независимым уровнем разумности, то сознание начинает строить человека, и человек уже тогда понимает, что это приятное для самого человека строительство, то есть он строит себя сам, но при этом абсолютно точно понимая, что происходит на уровне духа, да, на уровне тела. И вот это вот понимание, мышление тела фактически дает возможность работать таким образом, что вы начинаете видеть проявленные системы так, как их построил Бог. То есть одно дело построено здание людьми, а другое дело вы в этом случае начинаете видеть, а как вообще здесь и где здесь работал сам, да, лично Бог. И когда вы начинаете эту систему уже видеть, то вот здесь уже наступает такая, действительно, кстати, всеобщая гармония, где вы, например, можете полностью там восстановить здоровье, если есть какие-то проблемы, или излечить от тяжелейших там заболеваний, любых причем, любого человека на любом расстоянии, потому что вы входите как бы в систему, в общем-то, по сути, как бы резонанса со всей реальностью, но именно с той частью, где есть сам Бог. И при этом вы, скажем, не задаете постоянно Богу вопросы там, или какие-то ответы получаете все время, да? Хотя это тоже можно уже там достаточно просто делать сразу, так же, как в физическом разговоре. А при этом вы просто своим действием находитесь в расширяющейся гармонии. Почему Вселенная расширяется с точки зрения визуального наблюдения? Это есть гармоничная система развития. Хотя ортодоксальная точка зрения, физическая, она считает, что это проблема. На самом деле это, наоборот, гармония. Это есть развитие структуры сознания в сторону именно бесконечной жизни. А бесконечность, она должна визуально выражать, что что-то расширяется вшире. Если ставить вопрос о вечном развитии и видеть сужение, то какое вообще тогда, да, вечное развитие? И получается, что вот наше сознание завязано с внешней Вселенной тогда.
И в нашей воле, насколько вообще его расширить. То есть хотим мы там увеличим скорость, да, тогда звезды, или там уменьшим, это уже, чтобы доказать просто, опять же, в линейном варианте, да, надо построить очень большую лабораторию, но пока физика не обладает как бы таким свойством, но за счет структуры духа можно и это проанализировать, что вы действительно так делаете, да, можете влиять там на сверхудаленные объекты или сверхприближенные. И вот когда вы начинаете видеть, что управление идет и по сверхудаленным, и по сверхприближенным, то вы выделяете область в своем сознании, где удаление и приближение – это есть логически введенный уровень. Вы берете, ставите, фиксируете какую-то область, чтобы, например, примерно здесь какая-то внешняя отдаленная галактика, вот она здесь светится, там, на миллиарды световых лет, без разницы, в общем-то. Или вообще за видимый спектр. Вот есть все известные величины во Вселенной, да, в оптическом восприятии. Вот есть все, что может познать дух. А что дальше вообще за этой величиной, да? Когда вы начинаете идти дальше, вы приходите к себе, но как бы просто с другой стороны, с точки зрения внутреннего понимания этого процесса. То есть вы воспринимаете и телом, и душой одновременно. То есть там разница между телом и душой не улавливается. Если только акцентировать, то есть фиксировать жесткую структуру духа, то тогда видно вообще, где тело, где душа. Именно восприятие. И получается, что вот познание за уровнем возможного познания, это опять же сам человек, но как бы слившийся и в душе, и в теле. И когда вы начинаете, ну именно в структуре своей личности, да, в своем восприятии, когда вы начинаете уже анализировать систему так, что вот отдаленно, вот приближенно, вы видите себя, но уже управляющего. То есть вы можете изучать свои действия со стороны. Как сделать так, чтобы внутренняя система была спроецирована как бы вас на информации, да, и вы каким уровнем управления, как бы не вмешиваясь в свою систему ощущений, там, чувств, чувствительности и так далее, то есть как бы себе не мешая, проще говоря, да, каким-то уровнем специального управления, ну, то есть не утруждаясь, даже можно так сказать. Как вообще делать, что нравится, и одновременно управлять, да? Модель вот, в механическом, геометрическом понимании, она, в общем-то, очень простая. Там просто-навсего делается управление такое, что вы наблюдаете как бы со стороны, при этом вы себя воспринимаете на духе обязательно в реальный рост. То есть там нельзя работать как бы на уровне подобных систем, кстати. Вот человек должен с собой работать всегда на уровне своего же размера в этом, и вообще лучше всего всегда. Если вы выше на уровне подобия, то есть взяли и рассмотрели, как будто вы меньшего размера, вам придется восстанавливаться. Ибо Бог, Он всегда имеет одну структуру. Если человек начинает как бы работать в своем восприятии на разных системах, то он вынужден форму все равно принимать, именно форму Бога. Поэтому получается как бы образ, да, Бога получается. И вот в данном случае подобие – это есть действие в динамике, то есть подобное динамическое действие. Дальше вы очень просто смотрите какое-то событие свое, там, рассматриваете, как оно ложится в как бы световой проекции на вас, на внутреннюю систему. Обязательно рассматривайте, чтобы событие не влияло на ваш внутренний уровень спокойный, который сейчас, например, да? Предположим, вы смотрите данную видеозапись, и у вас такое, ну, скажем, состояние, когда вы спокойны, и в этом случае вам нужно, например, работать с более сложными системами. Надо уровень спокойствия выдержать и спроецировать систему как бы на геометрические некие экраны, там, да, но уже находящиеся внутри души человека, то есть внутри физического тела. Таким образом, вы очень четко начинаете видеть, как любое ваше действие с внешними событиями, да, строит вас. То есть вы приходите к тому, что сознание обладает функцией построения физического тела. Причем очень просто в линейном варианте. Вот какое-то событие, какой-то там листочек там, в 100 километрах отсюда, да, там, я его вижу, смотрю, как он влияет. Ну вот, конечно, принципиально, по сути, здесь есть очень мощный фактор защищенного человека. По сути, на человека ничего не может повлиять, так Бог устроил человека, если человек сам не позволит войти в эту информацию. И задача стоит в обработке и как бы конвертации, да, перераспределении данной информации. Почему человек воспринимает ту или иную информацию, почему он там устает или, например, имеет какие-то проблемы. Очень четко как бы по схеме даже можно составить как бы карту действия, причем привязать ее к макровселенной и видеть все свои проявления на всех уровнях сразу. Вот одновременность действий будет совершенно четко видна, и возникает так называемый пластовый уровень. То есть вот, например, там карта звездного неба, и существуют определенные пласты,
где проявлены ваши действия. Элементарно, это как книга читается. Берете, переворачиваете страницу, смотрите, так, в этой точке Вселенной ваше действие в чем заключается? Сейчас что вы делаете здесь, да? То есть по этой системе управления можно найти любую характеристику своего действия в любом месте. Потому что одновременность действия, она реально одновременность. Значит, то есть я здесь сказал о том, что, еще раз, здесь акцентирую внимание, что эта одновременность действительно во всех аспектах и ее понимания. То есть это не просто как бы словесное выражение. Вот почему есть статус слова изначально, слово действующее и изначально, а есть слово обозначающее. В данном случае это слово действующее. Слово тоже имеет форму действия и форму все-таки фиксирующего уровня. И отсюда мы начинаем видеть, что действующее слово – это есть то, что дает знание всем. Тогда, получается, человек получает истинное знание. Если он, например, ну, скажем так, не имеет точных координат, вот в данном случае, как сориентироваться, или на него действует какая-то внешняя практика, да, но ему нужно иметь новую, абсолютно новую практику от Бога, да, в текущее время, тогда он это слово может получить в правильном виде. Он может любое вообще слово получить в правильном виде. И вот как только человек такую вот динамическую функцию слова начинает понимать, звук слова – это тоже динамика, это тоже как работа души, то получается, что, или даже работа тела, ну, за счет того, что человек физическим телом произносится слово, да, например. Но можно его написать, можно не произнести. Но это то же самое слово, да? И действие может быть одинаковым, хотя произнесенное с интервалом в секунду это разное может быть действие. Когда человек это видит, то получается, что слово это и есть организация человека при правильном понимании слова. Тогда надо посмотреть, а где, например, данное слово есть. То есть получается, что данное слово есть внутри человека. То есть получается, что мы как бы имеем структуру управления, ну, предположим, мы слышим какие-то слова, да, вот сейчас там разговор, предположим, по телефону. Мы вполне можем видеть отражение на слухе, да, но мы можем видеть и отражение как бы внутри души. То есть получается, что исходя из этого, мы вполне можем понимать, что слово существует внешнее, да, там человек что-то говорит, но мы же можем воспринимать в этом времени какое-то свое состояние слова. И получается, что исходя из этого, если там человек говорит по телефону или вообще думает, да, о чем говорить, то мы имеем слово действующее, динамичное, но исходящее из души именно человека. Вот как говорит душа, как вообще говорить с Богом, да, например. Душой говорить с Богом проще. Ну, собственно говоря, душа – это и есть прямой путь к Богу. Это и есть выражение Бога во всеобщности мира и в личности человека, но в виде независимой системы, как бы совершенно, причем независимый уровень, он связан с тем, что душа понимает задачи полностью в момент создания. И получается, что когда вы, предположим, начинаете говорить уже словом души, но одновременно словом Божьим, то вы синхронизируетесь, то есть совпадаете, предположим, в действии, и получается, что мы можем тогда вот эту всю внешнюю информацию, которая существует, ну, как я описал, модель макро, микро уровень или приближенный, отдаленный, тогда вы себя формируете просто словом понимания, то есть слово понимания отличается от слова действия. Вы понимаете, что происходит, но можете статус слова не рассмотреть. То есть вы видите, что существует понимание, можно назвать словом, да, это состояние, но если вы его назовете, модель фиксируется в управлении. А здесь, получается, надо действовать до управляющего уровня, то есть до реализации событий. И вот здесь можно излечивать, вообще говоря, колоссальные таким образом заболевания, как бы, которые, собственно говоря, ну, собственно, понятие вот как бы колоссальность, объемность, да, объемная, то есть очень большое, но я применил слово колоссальное, взял и изменил. Это колосс, это жизнь вообще-то, да? Если мы применяем слово к сложному заболеванию, само слово уже излечивает заболевание. Тяжелое заболевание, я, например, не говорю тяжелое, говорю там колоссальное. Одно слово уже наполовину мешает статус заболевания. И получается, что мы вполне можем, работая со словом как бы с этой позиции, лечить
практически, опять же, любые заболевания, но как бы говоря на уровне понимания процесса действия. То есть зачем в тот или иной момент произносит слово, почему создаются там звуковые формы управления, да? Почему, предположим, мы имеем уровень управления такой, что, скажем так, какое-то действие мы хотим предпринять быстрее, там, какое-то медленнее, и мы начинаем понимать внутреннюю природу действия своего же собственного. То есть в этом случае мы видим, что какие-то причины как бы реализуются потому, что есть конкретный спектр внешних событий, да, или внутренних. То есть мы начинаем познавать, какие вообще события в мире нас ждут. То есть почему мы принимаем то или иное решение, и вот здесь возникает самый принципиальный вопрос. Почему нам что-то нравится, а что-то, например, не нравится. Основная характеристика часто в состоянии, да, человеку желательно, чтобы нравилось все. И когда мы начинаем анализировать себя как бы извне, в этом понимании, то получается, что вот тогда, когда мы рассматриваем всю систему как общединамичную, когда мы видим одновременность всех действий, всех явлений реальности, тогда это нам нравится, это всеобщая гармония. Когда мы видим проявление одновременности всех и во всем. А если мы видим, что какая-то система зафиксирована, и сама система, например, нуждается в управлении, да, тогда получается, что это, например, относится к такому термину, как, например, «не нравится». Это достаточно условная характеристика в управлении, но тем не менее мы сможем выделить сразу же наличие возможных проблем. Увидев ощущение там нравится, не нравится, это ощущение часто не надо называть словом. Таким образом мы можем перейти на язык управления, собственно говоря, где не обязательно что-то называть словами. Достаточно управлять понятием «нравится», «не нравится». Или, например, понятием, которое близко к этому, то есть сформировать некий свой внутренний язык, да, управления, который понятен вам, вообще говоря, он понятен и всем сразу, может быть, если вы захотите, но это лично ваш язык. И язык общения с Богом. По сути, с Богом, где Бог создает все слова реальности. И когда вам нужно не ошибиться в точности данного языка, вы тогда создаете дословесный уровень языка, где Бог вас понимает, потому что вы говорите с Ним душой. Дословесный уровень души, уровень организации, где изначально была душа. И когда вы начинаете это видеть, вы видите, что души, они просто общаются с Богом, значит, имеющий душу всегда вечен, да, а все имеют душу. И отсюда получаем мы структуру управления, когда мы видим только из-за того, если мы чисто, да, совершенно точно понимаем действие Бога, или там Слово Божие, или просто видим Бога правильно, что Он хочет нам дать, то мы можем жить вечно, совершенно гармонично. При этом элемент действия – это есть элемент как бы соблюдения, по сути, как бы чистоты действия, то есть правильности позиции. Но тогда возникает некая, собственно говоря, такая ситуация, что человек, который не привык как бы жить в таком, с точки зрения, что ли, гармоничном уровне спокойного развития, да, управления, он часто начинает искать какие-то внешние системы, которые бы сделали развитие, скажем, более сконцентрированным или каким-то более бурным, и получается, что все внешние, в общем-то, часто проблемные события человек в себе находит самостоятельно. Можно увидеть, что создание проблемных событий – это часто действие самого этого же человека. И когда мы начинаем анализировать вот эти структуры действия, то ясно, что есть понятие как бы привычки и гармонии. Вот если человек после городской, скажем так, да, суеты попадает на берег озера там, или где-то находится под каким-то деревом или там смотрит на гладь воды, то он первое время привыкает. Да? Так вот, состояние привыкания человека, то это, в общем-то, получается так, что человек еще должен в этом случае привыкнуть к этому уровню, где есть не словесный уровень управления, а управление душой. Это все равно, что там какая-то бурная деятельность и спокойное созерцание. Так вот, когда вы переходите на управление созерцанием, то это уже есть, в общем-то, как бы высший уровень управления, где все системы динамичны, любая система настолько динамична, что она сливается в единый уровень реальности. И только лишь движение этим уровнем реальности, то есть оптику
просто выводите в нужную сторону, ну, как некий как бы ласковый фонарик, да, условно, в кавычках ласковый. Просто очень мягкое управление в этом случае. И вы видите, что куда бы вы ни принесли, не словесный уровень причем, управление у вас все получается. Здесь есть нюанс в данной системе управления, чтобы передать свою структуру, всегда у меня стоит задача, и это всегда есть перед всеми людьми, задача образования в своем действии, то здесь вот именно задача передать, то есть засветить это действие в плане познания другим, потому что это получается личностный фактор, глубоко личный фактор управления, где есть вы и Бог. И когда вы уже показываете другим, как вы это умеете делать, здесь возникает как раз-таки статус охвата, то есть всеобщего действия. Здесь все равно возникает, как это всегда и бывает, и так устроен мир, именно задача всеобщего спасения, то есть стоит только один уровень управления вывести на уровень всеобщего спасения, видно, что, во-первых, это уже у вас есть в этой системе. Без этой системы мягкий уровень управления не проходит, возникают жесткие фракции, и управление как бы... То есть это, в общем-то, без всеобщего спасения система в этом случае не реализовывается просто. А когда вы как бы ставите эту задачу, то получается, что в данном моменте именно управления я показал, что я же это слово не употреблял, но при этом именно слово, например, всеобщее, да, и даже, в общем-то, в начале лекции не говорил о том, что мы ставим задачу именно макроспасения, потому что это заведомо ясно изначально, да, но вот эта ясность, она приходит, когда вы технологически ставите управление и в каждом действии видите, что это так, то когда вы ставите уже логикой вот этот луч, который проходит на уровень фразы, например, да, всеобщее спасение, на уровень реального всеобщего спасения, на фраза не отличается от реальности в этом случае. Вот жесткий и совершенно в этом случае уникальный, в общем, во многом он единственный с точки зрения любого восприятия фактор, что здесь фраза не отличается от реальности. Вы видите, что все ваше управление засвечивается для всех. И тогда идет радость всеобщей жизни. Вы видите, что люди имеют, то есть вы показываете этот опыт, да? Перед вами возникает другой уровень знания сразу. Следующий, более уже там пролонгированный в плане расстояния даже, пролонгации и время расстояния. И получается, что здесь вы видите, что есть следующая задача, где надо применить следующее управление, а так как это система одновременности действия, да, динамичности и максимальная гармония, когда вы видите динамичность всех явлений и одновременность их проявления во всем мире, во всем элементе как бы своего действия, если действие это и есть весь мир, да, в этом случае это такое тоже возможно применить как технологию управления, то получается, что возникает задача, вот вы сделали управление, только вот освоили, получилось у вас управление, и, например, опять буквально только сделали, и теперь новая задача, да. Человек начинает думать, да, получается, предположим, вот так хорошо все, казалось бы, ну и работало бы с этим элементом, да, все время, но как раз-таки здесь есть принципиальный момент. Вот почему человеку что-то нравится вообще, в принципе, как Бог устроил в этом плане мир, он показал через динамичность системы, что любая система проявлена везде, значит, везде должно быть нормально, да? То есть фактически у него стоит задача освоить любой уровень управления, вообще любой. И получается, что исходя из этого, человек, в общем-то, выполняет задачу, ту, которую вообще Бог в свое время сделал при создании мира. И эта задача, она изначально при выборе душой человека определенного пути, она есть. То есть он старается в каком-то действии познать всегда весь мир, как правило. И здесь получается, что чтобы не было такого как бы перехода в плане том, что вот только освоил систему, а потом опять надо заново учиться, здесь как бы система такая, что все предварительные системы, они действуют, то есть статичные, динамичные, локальные, ибо направленность на всеобщее спасение всегда дает действенность любой системы. Но вот внутреннее познание, почему человек делает то или иное действие, здесь приходит уже как действие безусловное, не словесное. То есть человек видит, что приходящее к нему и задача следующего действия – это и есть он сам. Человек – это и есть действие в понимании как бы всего мира, да, и его самого. То есть личность человека
становится гармоничной. Тогда он перестает уставать, тогда у него там нет болезней и так далее. То есть получается, что не обязательно, что он там вот только, вот, например, 5 минут назад закончил изучать тему, все у него там идеально получилось, например, и он должен через секунду сразу как бы что-то новое изучать. Не обязательно, он может выпить чай там и, там, например, через 3 секунды изучить или там, предположим, через сутки. Да, вопрос так не стоит, вопрос стоит в том, что он должен осознать движение личности, получается, как бы выраженное во всем мире к себе, то есть его личность – это и есть в том числе и весь внешний мир, по сути. Но здесь просто нет такой именно неразрывной в этой технологии связи, а именно он получает это как информацию своего сознания, но при этом он видит выражение своей же личности во всех элементах реальности. То есть его тело выражено в любой системе. Это колоссальная, на самом деле, по сути, это энергия, потому что одно дело, ну, энергия может быть в косвенном понимании, но по сути и в прямом, потому что если человек приходит, там есть какие-то способы, где-то заряжаются возле деревьев, там, да, и так далее. Но так как он и есть в целом само же это дерево во многом в этой системе, то зачем ему ходить к дереву? Достаточно просто воспринять данное дерево, тогда он получит весь комплекс еще оздоровит и дерево. То есть это, получается, он воспринимает в дереве структуру того, как он вообще правильно, что он делает в этом месте, в этой точке мира, да, его личность как сформирована, и вообще почему мир так устроен, что у него на пути встретилось там какое-то дерево вообще. В чем структура выражения события как такового. То есть задача, в общем-то, она абстрактная, да, где-то в логике математической, даже если рассуждать, то задачу может такой вообще и не ставить. Кому какое как бы дело, зачем какое-то дерево где стоит. Но с точки зрения того, что человек должен точно понимать природу явления любой системы, да, на любом расстоянии, то получается, что он тогда обязан знать вообще, в чем смысл данного дерева с точки зрения и человека, и Бога, с точки зрения, вообще говоря, всех. То есть он должен понимать тогда, вот где-то ходит там на другом континенте какой-нибудь любой человек или любой даже уровень реальности, ну, прежде всего человек. Он должен понимать, как именно взаимоотносятся эти системы дерева в его восприятии, человек, который вообще даже и не знает, что существует дерево, да? Но тогда он дает знания, как вообще этому человеку увидеть это дерево. Если он так думает, он дает знания по развитию фактически как бы управляющего ясновидения любому другому человеку. То есть он дает возможность другому человеку войти в мир всеобщих связей. То есть, казалось бы, он решает свою задачу, а дает знания всем. И вот в этой технологии как раз выражена моя система именно по распространению моего учения, где достаточно понять фундаментальную глубину какого-то явления, и знание моментально становится всеобщим. При этом понятие как бы раскрытия, оно здесь таково, что, во-первых, именно раскрытие знания, что это и есть, по сути, очень такая стратегическая, отдаленная даже во многом по расстоянию, по времени ваша задача. То есть задача любого человека, по сути, вообще говоря, образовать всех других, в данном случае именно жить вечно. И эту задачу он в этом плане всегда решает. То есть мы видим эти связи. Получается, что присутствие человека, то есть одновременно с действием души, да, и там, например, информации физического тела человека, это есть, по сути, в общем-то, даже необходимость. То есть присутствие человека в любом элементе реальности, это получается, что необходимость, а не просто некая как бы система статичного устройства мира. То есть это опять динамика, исходящая от задач человека. Ибо человек все равно сподвижен так, что он действует совместно с Богом, а Бог-то это имеет свойство, так скажем. И получается, что исследование и развитие человека в сторону свойств Бога, в сторону именно действия Бога, позволяет тогда вычислить любую причину там, заболевания, разложить по, там, например, какому-то графику или какой-то схеме, так скажем, картограмме, в виде карты представить каких-то действий, да, алгоритма, любую систему действий, то есть понимать внутреннюю систему событий. А тогда, получается, неразрешимых проблем нет уже даже на логике просто. То есть получается, что тогда сила, да, воля, сила там, разума, ума человека такова, что ну, если ему дать там, немного времени, тогда он точно решит проблему. Так вот, чтобы это время у него было, значит, просто задача стоит
как бы в резервации, что ли, времени в единицу действия. То есть, в общем-то, могут быть разные события, и поэтому задача у человека такая, что он должен в любое время успеть сделать так, чтобы технологии вечного развития были технологиями реальными в действии, в текущем, причем может быть, не в каком-то там будущем действии, а уже сейчас он должен иметь систему как бы абсолютного управления, уметь распространить, мгновенно передать другим. Если, предположим, там возможный взрыв какого-то объекта, он должен сбросить, чтобы не было, да, или на объект, или человек, который может препятствовать, предположим, и так далее. Более того, он должен сделать так, чтобы еще человек никакой не пострадал. Не просто сбросить кому-то, да, а ответственность полная на самого человека. То есть именно элемент следующего действия – это необходимость изначально данная уже в легкой как бы форме, именно не то, что там необходимость тяжелого действия, это не нагрузочная уже получается ситуация. Человек начинает мыслить и дышать, и вот его душа начинает дышать так же, как и дышит душа Бога, дышит именно как бы запахом свободы, да? Запахом свободного действия, а не каких-то постоянно напряженных ситуаций и так далее. И когда уже человек начинает это действие, например, видеть, то получается, что он видит открытую душу Бога, потому что стоит только ему больше познать, то есть раскрыть свою душу шире, тем больше он видит, что к нему направлено от души Бога. Он видит более раскрытую душу Бога тогда, более светящуюся по отношению к нему конкретно, и ко всем сразу. Здесь возникает элемент, что он видит тогда одновременность действия и к нему, и ко всем. Тогда у него учится, как можно, говоря с кем-то или действуя какой-то, может быть, в какой-то конкретной ситуации, или действуя таким образом, что он решает частную проблему, делать так, чтобы проблема сразу работала на всеобщее спасение. Вот именно технология приходит уже на человеческом уровне логического понимания, где логика совершенно проста, понятна, то есть в состоянии, здесь можно так применить такой термин, как бы абсолютной разумности каждой фракции сознания, причем удаленного. Вы видите разумность, структуру удаленной системы мира. То есть какая-то микрочастица, кусочек растения, структура абсолютного разума. То есть вы начинаете видеть, что это разумные системы явления. И они существуют в структуре выбора решений. То есть у них есть тоже такие же задачи, как у, например, личности человека. И в принципе они их как-то решают. Тогда можно войти в структуру взаимодействия с этими системами, так же как человек в коллективе входит в систему некой напряженности коллективного действия, да, как некое поле, и идет взаимодействие между членами коллектива часто без слов, просто за счет некого внутреннего состояния. И точно так же вы входите во взаимодействие с какими-то элементами реальности, и все, реальность становится управляемой, вы точно знаете, что проблем точно не будет. Вот это вот основная прогностическая характеристика здесь вырисовывается, которую вы построили, причем в основном во многом сами, иногда только сами. И когда вы уже это видите, ясно тогда, что любое действие, в общем-то, в любом случае, оно реализуется для вас, самым лучшим образом. И когда вы, например, видите, что данное действие можно еще улучшать, сколько вы хотите, предположим, да, то получается, что здесь система управления, она такова, что для того, чтобы какое-то действие сделать, можно прежде всего рассмотреть жесткий фактор реальности, то есть как реальность в данном случае связана с вами, да, и увидеть, что любое ваше действие – это есть всегда действие, где вы всегда, по сути, вообще говоря, там практически все понимаете. Вот когда вы выходите на структуру такого уровня познания, да, всеобщего понимания, потому что при одновременности действия души, то есть душа действует одновременно везде, значит, она имеет все знания. И получается, что вы, естественно, понимаете так, как нужно понимать. То есть ничего другого нет. Вы понимаете тогда правильно. И тогда вы управляете всей реальностью сразу же. Я считаю, здесь как раз важно отразить, что одновременность – это есть система управления сразу всей реальностью. Потому что действие – это есть управление. И вот когда вы входите в такую систему, управление начинает совершаться совершенно быстро, часто даже как будто бы
где-то независимо, но правильно, как будто как бы внешне отслеживаете, но при этом вы реально управляете, можно даже проследить, как вы делаете. И тогда это колоссальный, во-первых, опыт, колоссальная практика управления, так работать, и более того, это очень интенсивная система управления. Поэтому в этой системе достаточно войти в этот уровень всеобщего понимания, понимания точности, правильности действия, понимания структуры действия, и у вас обязательно реализуется управление. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо за внимание.